Сейчас все больше людей ищут надежную альтернативу обычным бумажным деньгам, ведь инфляция беспощадная штука, которая не жалеет ничего на своем пути. Вы можете подумать, что решением проблемы станет великий доллар, но не совсем, так как долларовые депозиты все, что могут предложить, это мизерная доля процента. Скажете евро, вариант тоже не самый лучший, так как сейчас только и обсуждают то, что евро вновь падает и стоит меньше доллара. Поэтому те же депозиты в банках будут благополучно съедены инфляцией. В таком случае на помощь приходит наша любимая криптовалюта. Только самые заядлые противники крипты скажут: ну да, хранить деньги в непонятных монетах, которые скачут как сумасшедшие то вверх, то вниз, отличная идея. Но как раз таки для этого и придумали такую вещь, как стейблкоины, которые никогда не меняются в своей цене. На сегодняшний день на рынке есть большое количество различных стейблкоинов. И когда дело доходит до покупки, начинаешь задумываться, а какой же лучше выбрать, чтобы деньги были в безопасности. Для этого мы и создали это видео, чтобы ответить на множество вопросов, связанных со стейблкоинами, разобрать все подводные камни, узнать, кто выпускает эти монеты, а также самое главное, это выбрать лучший стейблкоин, чтобы спокойно им пользоваться в ближайшие 5 лет. Всем привет, меня зовут Влад, и вы на канале Coin22. Перед просмотром обязательно подписывайтесь и ставьте лайк этому видео, а мы начинаем. Что вообще такое стейблкоин? То, что в переводе с английского это стабильная монета, понятно, но почему одна монета на балансе криптокошелька равна одному настоящему доллару, который лежит у вас под матрасом? Стейблкоины это цифровые валюты, которые чеканят на блокчейне. На сегодняшний день любой прохожий может создать свой токен, но стейблкоинами можно считать только те монеты, которые обеспечены фиатом, то есть обычными деньгами, или криптофондами, либо сырьем в виде золота, ну или программными алгоритмами. Хотя все эти механизмы обеспечения могут меняться, но девиз имеют один и тот же. Стабильность – залог успеха. Давайте же разберем 4 основных типа стейблкоинов. Первым будет самый простой тип стейблкоинов, который подкреплен американскими долларами. Поскольку основной залог не является криптой, этот тип стейблкоина считается внецепным, то есть тот, который не внутри блокчейна. Фиатное обеспечение остается в резерве компании, которая выпускает эти коины, и оно должно всегда оставаться пропорционально количеству стейблкоинов в обращении. Как это работает в реальной жизни? Например, вы решили выпустить свой стейблкоин, чтобы подвинуть USDT на 4 место. Что вам для этого нужно? Ну, логично предположить, что нужны деньги, ведь как мы поняли, токен должен быть чем-то подкреплен. Представим, что ваш бюджет 1 миллион долларов. Следовательно, вы можете выпустить только 1 миллион стейблкоинов, чтобы каждая монета была равна 1 доллару. Таким образом, вы сможете придерживаться строгой привязки 1 к 1. Ярким представителем такого вида стейблкоинов является самый популярный коин USDT, и чеканит его компания Tether, которая, как ни странно, зарегистрирована в офшорной зоне на Каймановых островах. С момента своего создания в 2014 году Tether, несомненно, является преобладающим лидером рынка, так как имеет достаточно высокую капитализацию. Tether конвертирует бумажные деньги в цифровую валюту, придерживаясь привязки 1 к 1. Согласно тому, что указано на официальном сайте, каждый USDT при любых условиях и погоде всегда на 100% подкреплен резервами компании. Но какой смысл компании Tether обменивать настоящие деньги пользователей на какие-то токены? Их интерес заключается в банальном заработке. Да, от того, что вы покупаете USDT, компания Tether зарабатывает. Но как? Вспоминаем, что USDT подкреплен резервами компании. Но эти резервы не просто огромная куча денег, которая равна количеству выпущенных монет, а это могут быть различные финансовые активы, от банковских облигаций до высоковолатильных криптовалют. На официальном сайте можно найти вот такую диаграмму, где указано, в какие активы и какой процент денег они распределили для поддержания привязки к доллару. Как мы видим, самый большой процент действительно хранится в денежных резервах, краткосрочных депозитах и коммерческих бумагах. Но это же только 79%, а ведь Tether заявляет 100% привязку. Непорядок. А вот второй по величине процентов резерв хранится в так называемых других активах. И как они написали, они включают цифровые токены, имеется в виду криптовалюту. Но правильно ли для поддержания стабильности коина хранить более 8% в высокорискованных и высоковолатильных активах? Вопрос, конечно же, риторический. Но они это делают именно для того, чтобы зарабатывать. Ведь если хранить все резервы в безрисковых государственных облигациях, то можно получать не более 0,5% годовых, в отличие от 50, 100 и более процентов, которые дает наша любимая криптовалюта. Только, как мы знаем, чем больше уровень доходности, тем больше и риски. Таким образом, можно сделать вывод, что USDT не совсем равен 1 доллару. Ведь если все монеты перевести обратно в фиат, то, учитывая волатильность крипты, соотношение 1 к 1 может и не быть. По этому поводу было много разбирательств и досудебных расследований, что якобы компания Tether не придерживается 100% привязки, как они сами заявляют. В принципе, учитывая то, как они распределяют свои резервы, оно так и есть. Стейблкоин USDT считают самым популярным, ведь неспроста он находится на 3-м месте в общем рейтинге криптовалют, а его капитализация на сегодняшний день составляет более 67 миллиардов.
контрактов. USDT поддерживает большое количество сетей, в которых можно его отправлять и получать. И самых популярных будет, конечно же, сеть Tron. Ведь цены на транзакции там самые минимальные. Но несмотря на то, что USDT это стейблкоин, с помощью него можно зарабатывать. Собственно, как и на различных экономических событиях, которые происходят в нашем мире. Ведь рынок крипты очень сильно зависит от хороших и плохих новостей. А получать самые свежие и актуальные новости вы сможете в нашем телеграм-канале Coin22. Поскольку скоро будет выступление главы ФРС, мы сможем наблюдать влияние на рынок, так как будет обсуждаться повышение процентных ставок. Поэтому если ты хочешь узнать, когда будет это выступление и как на этом заработать, переходи по ссылке в описании или сканируй QR-код на экране. Подписывайся и зарабатывай вместе с Coin22. А получать прибыль с помощью USDT можно просто открыв депозит на любой бирже или у посредников, которые предоставляют такую возможность. Только не нужно выбирать такие компании, как Celsius, который обещал от 20% годовых, ведь все мы прекрасно знаем, чем это закончится. В среднем с депозита USDT можно получить не более 10%, при учете, если вы откроете деп не более $2000. Если сумма будет больше, то процент уменьшается минимум в 5 раз. Хотя что я рассказываю, у нас есть отдельное видео на эту тему, посмотри и все станет ясно. Помимо стейблкоинов, которые подкреплены настоящими деньгами, есть и те, которые подкреплены, как бы это странно ни звучало, криптовалютой. Да, ход ваших мыслей правильный, одна крипта подкрепляет другую. И называется это чудо криптообеспечение. Как следует из названия, стейблкоины с криптообеспечением поддерживаются другой криптовалютой в качестве залога. Этот процесс происходит внутри блокчейна с использованием смарт-контрактов, поэтому не нужно надеяться на компанию, которая зарегистрирована далеко от цивилизации на непонятных островах. Работает этот механизм следующим образом. При покупке стейблкоина такого типа вы блокируете свою криптовалюту внутри смарт-контракта, чтобы получить токены в равном эквиваленте. Например, вам нужно получить 100 стейблкоинов. Для этого вам необходимо поместить равную стоимость, допустим, Solana, в смарт-контракт. Затем вы можете вернуть свои стейблкоины обратно в тот же смарт-контракт, чтобы получить свою первоначальную сумму залога. Понимаю, механизм не самый простой. Чтобы было проще понять, давайте разберем на примере стейблкоина DAI. Это самая известная монета в этой категории, которая обеспечена именно криптой. Сам процесс привязки регулируется за счет обеспеченной долговой позиции. Или проще говоря, покупая стейблкоин DAI, вы должны потратить больше, чем $1, так как определенная часть пойдет на страховку залога. Это нужно для того, чтобы смягчить резкие изменения цены криптовалюты. Ведь не забываем, что крипта все-таки очень волатильна. Например, если вам необходимо купить стейблкоины DAI на сумму $1000, вам нужно будет ввести Solana на сумму, грубо говоря, $2000. Это соответствует коэффициенту обеспечения 200%. Если рыночная цена Solana падает, но остается выше установленного порога, избыточное обеспечение поддерживает цену DAI для поддержания стабильности. Однако, если цена Solana падает ниже установленного порога, залог возвращается в смарт-контракт для ликвидации задолженности. В сравнении с USDT, стейблкоин DAI не так популярен. Проценты по депозиту у него тоже не очень. С плавающей ставкой вы можете получить не более 2,2% годовых. Но тем не менее, это не мешает этому стейблкоину находиться на 13 месте и держать стабильную привязку на протяжении долгого времени. DAI можно отправлять в разных сетях. Самые основные это BEP20 и Avalanche. Такие стейблкоины кажутся сложными и непонятными, но есть монеты еще посложнее. Это алгоритмические. Алгоритмические стейблкоины в качестве залога не используют ни фиат, ни криптовалюту. Вместо этого их стабильность поддерживается за счет использования специальных алгоритмов и смарт-контрактов, которые управляют поставкой токенов в обращении. Более простым языком, алгоритмическая система, она как кран, который в нужный момент открывается, чтобы токенов было больше, или наоборот закрывается, для того, чтобы уменьшить количество монет. Например, если цена стейблкоина падает ниже фиатной валюты, к которой он привязан, алгоритм просто уменьшает количество монет в обращении. Также это работает и в другую сторону. Если цена токена превышает цену фиатной валюты, кран открывается и выводит новые токены в обращение, чтобы снизить стоимость стейблкоина. В свое время был такой стейблкоин, как UST, от всем известной Terra Labs, и работал он именно благодаря алгоритмам. Но то, что с ним сейчас произошло, всем известно, и свою стабильность он потерял. Сейчас самым популярным алгоритмическим стейблкоином является Frax. Эта монета для своей работы использует алгоритм и частично денежное обеспечение USDT и USDC. Несмотря на то, что токен находится на 208 месте и капитализация у него небольшая, он вполне стабильно придерживается привязки 1 к 1. Frax поддерживает небольшое количество сетей, и открывать депозит на Binance уже не получится. Придется воспользоваться пулами ликвидности через Uniswap, где проценты варьируются в зависимости от пула, количества монет и срока. Мы уже разобрали 3 варианта удержания стабильности. Это за счет фиатной валюты, за счет крипты, ну и даже заранее продуманные алгоритмы могут удерживать цену стейблкоина на одном уровне. Ну а кто-нибудь думал, чем подкреплена стоимость самого доллара? Нет? А я вам отвечу – золотом. Хотя в мире и нет такого количества желтого металла, чтобы подкрепить каждый доллар, но принято считать, что именно к золоту подкреплена цена всех валют. Так если к золоту подкреплены обычные деньги, почему бы не сделать точно так же, только с криптой, и назвать это стейблкоином? На самом деле такое уже сделали, и подкрепили такие стейблкоины не только золотом. Стейблкоины с сырьевым обеспечением поддерживаются физическими активами, такими как драгоценные металлы, нефть и даже недвижимость. Самый популярный товар для залога – это золото. Поэтому самые ликвидные токены с привязкой к золоту являются
являются Paxos Gold и Tether Gold от все той же компании Tether. Но назвать их полноценными стейблкоинами нельзя, так как глядя на графики можно заметить, что никакой стабильности нет, а это связано с тем, что цена на золото все-таки меняется. Поэтому им больше подойдет название Gold Coin, ведь цена одного токена равна 1 унции золота. Так что если вы хотите инвестировать в золото, но открывать счет у официального брокера не желаете, можете это сделать через эти Gold Coin. Теперь, когда мы разобрали, какие существуют стейблкоины и по какому принципу они работают, я предлагаю выделить несколько самых популярных монет и все же узнать, какие из них лучше всего использовать. На самом деле стейблкоинов, которыми пользуются больше всего, не так-то и много. Достаточно просто зайти на CoinMarketCap, и в лидирующих монетах по капитализации можно наблюдать несколько таких. USDT мы уже разбирали, а вот USDC еще нет. Давайте посмотрим, что он от нас скрывает. Ну, скрывать ему особо нечего, так как монеты USDC чеканит не какая-то контора на Каймановых островах, а компания Circle совместно с американской биржей Coinbase. Они создали компанию Centre, и именно она выпускает USDC. Поскольку биржа Coinbase зарегистрирована в Америке и акции компании торгуются на бирже NASDAQ, это добавляет плюс в копилочку USDC, так как контроль там на высшем уровне. А что по резервам? Какие активы обеспечивают стабильность? Тут ситуация куда лучше, чем у USDT. Подкрепление USDC осуществляют банковскими депозитами и государственными облигациями, а вот рисковые активы в виде крипты у них не наблюдается. И вот такие отчеты компания предоставляет каждый месяц, где указывает количество токенов в обращении и их капитализацию. За счет того, что резервы хранят в более стабильных активах и токены чеканит компания, зарегистрирована в США, это придает больше надежности, чем тот же Tether. USDC поддерживает большое количество сетей, а вот с депозитами дела обстоят не очень, так как можно получать только 0,5% годовых. В таком случае лучше уже в Terra Luna инвестировать, там проценты будут куда больше. Но для этого дуэта лидеров не хватает кого-то третьего. Ну конечно же это стейблкоин биржи Binance под тикером Boost. Как интересно дела обстоят у него? Скажу так, что очень даже неплохо. Токен Boost печатает не Binance, как бы это странно ни звучало, а компания Paxos, которая в коллаборации с Binance выпускает новые стейблкоины, имеющие одобрение Департамента финансовых услуг Нью-Йорка. Поддержание стабильности Binance USD осуществляет за счет резервов, которые распределены по различным застрахованным банковским депозитам. Компания, которая выпускает монеты, также зарегистрирована в США, и это дает нам полную уверенность в том, что наши монеты действительно чем-то подкреплены и с ними ничего не произойдет. На момент записи видео капитализация Binance USD составляет почти 19 миллиардов долларов, что позволяет ему находиться на 6-м месте. В отличие от других стейблкоинов, Binance USD работает в экосистеме биржи Binance, тем самым каждый пользователь биржи может легко его использовать для любых своих целей. На бирже Binance можно купить любую крипту за Binance USD и конвертировать ее обратно. Binance USD поддерживает не так много сетей, как тот же USDT, но это не мешает ему быть востребованным для большого количества пользователей. Ведь удобно, когда внутри биржи есть свой токен BNB и собственный стейблкоин Binance USD. А учитывая темпы развития нашей любимой биржи, Binance USD может стать еще более капитализированным и востребованным. Дополнительно к этому на Binance можно открыть депозит Binance USD с плавающей ставкой и суммой до $2000 получится 10% годовых, что однозначно лучше, чем у USDC. А при учете надежности и более прозрачной поддержки, то лучше, чем у Tether. Теперь, когда мы знаем все положительные и отрицательные стороны самых популярных стейблкоинов, предлагаю вам выбрать из них самого лучшего кандидата для ежедневного пользования. Для удобства мы это сделаем с помощью вот такой таблицы, где будет несколько критериев оценки. Если стейблкоин по критерию не проходит, ставим минус. Если все хорошо, ставим плюс. Итак, первым у нас будет надежность. Имеется в виду то самое обеспечение 1 к 1. Плюсы, безусловно, забирают USDC, а также Binance USD. Несмотря на высокую капитализацию USDT, он все-таки был замечен в разбирательствах по поводу не 100% привязки, так что ставим ему минус. DAI также получает минус, ведь за счет криптовалютного обеспечения нельзя быть уверенным, что в будущем этот механизм будет работать на 100%. Далее у нас процентные ставки по депозитам. USDC со своими 0,5% сразу получает минус, так же как и DAI с 2%. А вот Tether и Binance USD получают плюс, ведь 10% годовых на полу не валяются. Следующий критерий – поддержка сети для перевода. USDT, DAI и USDC бесспорно получают плюс, но поставить Binance USD минус будет вообще несправедливо, так как для использования той же сети BEP20 будет вполне достаточно. Ну и на перспективу можно поставить плюс-минус. Далее это разновидность валютных пар. Плюс можно поставить всем, так как большая часть криптовалют торгуется все-таки на Binance, а там практически каждую монету можно купить за любой стейблкоин, который мы сегодня рассматриваем. Ну и пожалуй самый важный момент – это своя экосистема. Здесь безусловно плюс получит только один стейблкоин – Binance USD, так как он единственный, который имеет весомую поддержку от самой крупной биржи. Таким образом в будущем он будет только масштабироваться, ведь на сегодняшний день любой новичок, который приходит в крипту, выбирает именно Binance. Что ж, давайте подведем итоги наших соревнований. С небольшим отрывом первое место занимает Binance USD. Далее за счет более высокой надежности второе место занимает USDC, а третье USDT, а четвертое место DAI. Ведь на сегодняшний день криптообеспечение является не самым лучшим вариантом. Лично мы в своей работе очень часто используем Binance USD, а также депозиты храним именно в этом стейблкоине. Конечно, это не значит, что все остальные токены SCAM
и скоро повторят судьбу UST. Нет, их также можно использовать в работе, но со стороны надежности и будущего развития Binance USD более привлекателен, поэтому рекомендуем именно его. А каким стейблкоином пользуетесь вы и почему выбрали именно его, напишите в комментариях под этим видео. Также поддержите этот ролик лайком и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал Coin22, в котором много полезной информации. Смотрите наши прошлые интересные ролики и увидимся очень скоро. Желаю удачи, пока!